Всем привет, с вами Алекс, и сегодня новое видео о порядке черт в китайских иероглифах. Я уже затрагивал эту тему в других видео, сейчас расскажу подробнее. В данном видео вы увидите 7 базовых постулатов написания иероглифов, плюс 7 дополнительных правил, которые вытекают из основных постулатов, с примерами и объяснением. Начнем с первого. Все иероглифы пишутся сверху вниз, это основной приоритет. Это правило демонстрирует иероглиф Yin. Второй принцип — это слева направо. Он идет тоже в приоритете. Все иероглифы пишутся слева направо. Вот вначале пишется левая часть, потом переходим к правой. Третье правило. Сначала горизонтальные, потом вертикальные. То есть, когда мы пишем вот иероглиф Ши, вначале горизонтальная линия, потом вертикальная и так далее. Четвертое правило. Сначала откидная влево, потом вправо. Это железно. В сложных иероглифах также вначале откидные все влево, потом откидные все вправо. Пятый принцип — это сначала внешний контур, потом внутренняя часть. То есть в иероглифе Вэн мы вначале описали внешнюю часть, потом внутреннюю. Шестое правило. Сначала внешний контур, потом внутренняя часть, но закрывающая нижняя горизонтальная черта внешнего контура пишется всегда в последнюю очередь. Иероглиф Го нам это продемонстрировал. И седьмое, последнее правило. Сначала центр, потом левая часть и потом правая часть. Иероглиф Сяо. Переходим к 7 дополнительным правилам, которые вытекают из первых 7 постулатов. Первое дополнительное правило. Точка в верхнем положении или вверху слева всегда пишется первой. Как видно на примере, иероглиф И и И это один и тот же, просто у него два разных звука. Второе правило. Точка вверху или внутри иероглифа всегда ставится последней. О, Ва и Ва. Два звука на один иероглиф у нас опять попалось. Третье правило. Если внешний контур окружает сверху и слева или сверху и справа, то сначала внешний контур пишем, потом внутреннюю часть. Иероглиф У. Вот вначале внешний контур и потом внутреннюю часть. Четвертое правило. Если внешний контур окружает снизу слева, то сначала внутренняя часть, потом внешний контур юань и юань. Пятое дополнительное правило. Если внешний контур окружает снизу слева и справа, то сначала пишем внутреннюю часть, потом внешний контур. Иероглиф Хуа. Шестое правило. Если внешний контур окружает сверху, слева и справа, то сначала внешний контур, потом внутренняя часть. Иероглиф Фэн и Фэн. Ветер дуть. И, наконец-то, седьмое заключительное дополнительное правило. Если внешний контур окружает сверху, слева и снизу, то сначала пишем верхнюю часть, потом пишем внутреннюю часть и заканчиваем контур слева и снизу. Иероглиф, который представляет, это И, лечить, врач и так далее. И произношение устаревшее, его можно не запоминать, по-моему, обозначает колчан, если я не ошибаюсь. Всем спасибо за просмотр, очень был рад вам объяснить эту тему. Если остались вопросы, пишите комментарии, добавляйте меня в Телеграме, добавляйте в Инстаграме, я на связи, всегда рад новым знакомствам, сотрудничеству и так далее. С вами был Алекс Чайна, до новых встреч, всем пока!